Уважаемый товарищ Фан Минтинь, дорогие друзья, очень рад вас приветствовать и видеть в Москве, в Кремле. Прежде всего хочу вас еще раз поздравить, вас и всех наших вьетнамских друзей, с успешным проведением 14-го съезда Компартии Вьетнама. Мы внимательно следили за этим важнейшим в жизни вашей страны событием. Прошу передать привет товарищу генеральному секретарю Туламу. У нас остановились хорошие деловые и личные дружеские отношения. Еще раз хочу подчеркнуть, мы всегда будем рады видеть его в России в любое удобное время. Вьетнам был и остается нашим надежным партнером, нашим другом. И наши отношения, безусловно, мы всегда это подчеркиваем, с обеих сторон испытаны временем. Знаю, что у вас очень насыщенная программа. Вы уже встречались и с председателем правительства России, господином Мишустиным, и с обоими руководителями парламента России и секретарем Совета Безопасности. Подписано соглашение о сооружении первой АЭС во Вьетнаме. Растет товарооборот. В 2026 году вот за эти месяцы увеличился еще на 5,7%. Обсудим сегодня все вопросы. У нас их всегда много. И хочу подчеркнуть, мы всегда рады видеть наших вьетнамских друзей в России. Уважаемый товарищ Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, уважаемые товарищи России и Вьетнама, прежде всего позвольте поблагодарить вас за ваше выступление, за очень трепетные, теплые отношения к Вьетнаму и особенное отношение, величина ваша, президент, к Вьетнаму. Я очень рад встретиться с вами после 3 встреч, которые прошли в Ханое, в Казани и в Китае, и в этот раз в Москве, в сердце столицы России. А сегодня погода тоже поддерживает нас, и лично я, и все товарищи из высокопоставленной делегации Вьетнама тоже ощутили на себе ту теплоту и радушный прием со стороны президента и руководства Российской Федерации по отношению к нашей делегации. По этому случаю позвольте передать вам привет и наилучшие пожелания от нашего генерального секретаря Тулама, от президента Лун Кун и от высокопоставленных руководителей Вьетнама. И также пригласить вас приехать во Вьетнам с визитом в этом году, 2026. Вьетнам всегда помнит и благодарен Российской Федерации за эти искренние чувства, за поддержку, за верную, преданную и бесценную поддержку, которая была предоставлена руководством и народом Вьетнама в адрес России, в адрес Вьетнама в деле сопротивления против американских агрессоров, а также в деле строительства страны сегодня. Пройденные годы сопутствия и сотрудничества между народами двух стран оставили неизгладимый склад, а также стали иконой той традиционной бесценной дружбы между нашими народами, стал стимулом, вдохновением для следующих поколений сегодня и в последующем. И в истории наших стран, особенно президента Владимира Владимировича Путина, давнего друга Вьетнама, товарища, верного товарища, который очень близок к руководству и также к народу Вьетнама, всегда питал особенные чувства к нашему народу, вносил активный вклад в архитектуру всех отношений стратегического партнерства, всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, с видением на 100 лет вперед. На протяжении 76 лет установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Российской Федерацией вы, товарищ Владимир Владимирович Путин, были высшим руководством, занимая на этой должности 1/3 часть времени, 27 лет. И вы являетесь первым высоким руководителем России, который прибыл к нам во Вьетнам в 2001 году. И также высшим руководством, который посетил больше всего нашу страну, это 5 раз. И еще много раз будете посещать нашу страну. Вы, товарищ, заложили основу для наших государств, чтобы установить отношения стратегического партнерства в 2001 году и поднять этих отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в 2012 году, а также для переоформления отношений на новый период и исторически знаковых вековых мероприятий в 21 веке. Với tình cảm sâu đậm từ trong trái tim, tôi thực sự chúc mừng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đồng chí Tổng thống Putin
nước Nga Я хочу 27. поздравить Российскую Федерацию за 27 лет вашего правления изменила позиции от нестабильной ситуации в стране со слабой экономики в 90-х годах прошлого века, сегодня став страной с одной из 4 самых лидирующих экономик в мире с высоким показателем покупательной способности. Đời sống nhân dân Nga ngày càng nâng cao. И сегодня уровень жизни населения намного повысилось с солидарностью, объединением целей, с идеалом, а также значение культуры тоже стало намного сильнее. Российская Федерация сегодня имеет очень важную роль, с каждым днем все важнее роль в структуре международной и по международной повестке дня. И мы с гордостью можем утверждать, что Российская Федерация становится сильнее в комплексной ситуации сейчас в мире. Я хочу поздравить вас, товарищ президент, и всю Российскую Федерацию. Và lúc nào chúng ta gặp nhau thì cũng có rất nhiều И каждый раз, когда мы с вами встречаемся, нам всегда есть чем поделиться друг с другом. Очень много вопросов, которые стоит обсудить. Поэтому встречи обычно затягиваются. với tinh thần Хочу đoàn сказать, что единство порождает силу, сотрудничество приносит пользу, а диалог укрепляет доверие. Сегодня в комплексной, быстро меняющейся ситуации в мире на этой встрече я бы хотел обменяться мнениями с вами очень прямо, практически, искренне, открыто и эффективно, чтобы мы выдвинули направление дальнейшего сотрудничества на длительный период, взаимовыгодное сотрудничество, внесли конкретизацию в это сотрудничество, как было договорено между генеральным секретарем Туламом и вами, для переопределения и поднятия уровня отношений по всем областям вглубь практически и эффективно, удовлетворяя интересам обеих стран в новый период, внося вклад в мир, стабильность в регионе и в мире. tôi xin trân Хочу trọng сейчас выслушать ваше мнение, товарищ президент. Спасибо большое за очень добрые слова в наш адрес, в адрес России. Обязательно воспользуюсь вашим приглашением приезжать во Вьетнам. chia sẻ rất là chân thành từ trái tim. Делимся с вами от чистого сердца. Посещаем Вьетнам всегда с особыми чувствами. Чувствуем такое же отношение вьетнамцев к нам, к россиянам. Всегда приезжаем в очень дружественную страну. И это всегда очень чувствуется. И, конечно, наш диалог всегда является исключительно искренним и очень доверительным, как между близкими друзьями. И сегодня тоже в таком ключе поговорим по всем вопросам, которые представляют взаимность.